Наташа вчера привезла мне здоровенный пакет, я бы даже сказала мешок детских вещей, в основном футболки и рубашки. Маечки еще есть. У нее 2 мальчика взрослых уже, ну, подростки. А у меня племянник есть 9-летний. Наташа об этом знает, часто отдает мне какие-то вещи своих мальчишек, из которых они уже выросли. Вот. Ну, ему, конечно, столько не надо футболок, сейчас отберу, которые ему подходят по размеру. Не знаю, штук 10, хотя в деревне там на мальчике, конечно, такие вещи, как футболки и шорты, горят. Ну, вот тут есть еще рубашечки, но рубашечки он не носит, только в школу. В школу такие не подойдут, поэтому эти отложу. Может быть, отдам кому-нибудь здесь по группам среди своих. Нужно подумать, кому они могут подойти. Вот так вот происходит знакомство новых овечек со старыми. 39 овечек вместе. Это овечка. В гостили привезли пекора. Victor è un food blogger ucraino. Influencer. В этом кабинете Ксюше померили давление и пульс. Vivete insieme? Sì. Sì. Allergie? Non lo so. No, okay. Ксюша одели на руку вот такой браслет. Медсестра в кабинете заполнила там на нас какие-то документы. Спрашивала, какие лекарства она принимает, нет ли у нее аллергии. Вот. Пошла отнести анализы наши в лабораторию. Ждем ее и доктора. И сказала, что на кровати вот здесь лежит пульт с красной кнопочкой. Если вдруг ребенку станет хуже, что-то там заболит, или мы срочно будем нуждаться в медсестре, нажать на эту кнопочку. Tutto il quadrante sinistro inferiore. Se riesci a vedere vescica, le ho fatto. Отпустили нас домой. Вот так выглядит вход, въезд, вернее, в больницу. Слева многоэтажная парковка и направо въезд уже. И там здание больницы, в котором находятся разные отделения. Идем за машиной. Тут такая красота. Закат солнца. Белинсоне. Обычно мы днем здесь все время бываем, так поздно не приезжаем. Вот сегодня застали такое красивое время суток. На обратном пути нарвала салата в огороде у Даниэлы и Чезарева. И идем домой. Решила записать коротенькое видео еще, чтобы прокомментировать сегодняшнюю ситуацию. Попали мы в неотложное отделение помощи больницы. Это такое отделение, которое работает при больнице круглосуточно, и ты можешь туда обратиться в любое время дня и ночи, там с какими-то болями, я не знаю, с какой-то ситуацией, требующей немедленного медицинского вмешательства. Дело в том, что скорая здесь очень дорогая, на вызов стоит около 1000 франков, далеко не все страховки покрывают эту процедуру вызов скорой, поэтому в основном, если ситуация какая-то требует медицинского вмешательства, но такого, что не критично, прям не вопрос жизни и смерти, то нужно самостоятельно добираться до вот этого вот отделения неотложной помощи при больнице. В общей сложности мы находились там, наверное, 3 часа, наверное. Все так очень не спеша, но я думаю, что это именно потому, что у нас ситуация не требовала прям немедленного такого вмешательства врачей.
Мы приехали в регистратуре, зарегистрировались, так как мы были первый раз, то на нас завели там какую-то такую карточку специальную, взяли нашу медицинскую страховку, в общем, заполнили все необходимые документы, отправили измерять давление, пульс. Опять спросили там, по какому поводу мы обратились, на что жалуемся. И потом мы уже ожидали, пока нас заберет медсестра уже в отделении, в больницу. Там тоже заполняли какое-то время бумаги, взяли анализы, сразу же их отправили в лабораторию. И потом мы ждали врача, который должен был сделать УЗИ, так как ребенок жаловался на боли в животе. Вот, к тому времени, когда пришла врач делать это УЗИ, уже были у нее на руках результаты наших анализов. Она сделала УЗИ, и, в общем, по результатам анализов и УЗИ сказала, что ничего критичного она не видит, объяснила, как она видит ситуацию, выписала обезболивающее ребенку, дала нам рецепт, по этому рецепту мы потом бесплатно получили таблетки в аптеке. И отпустила домой, сказала, что если вдруг, ну и там диагноз ее и предположение неверно, и ребенку там станет хуже, то мы всегда можем приехать сюда же в больницу. Но она оказалась права, все так получилось, как она и сказала. Ситуация нормализовалась, и с ребенком все хорошо. Наверное, я немножко перестраховалась. Можно было, в принципе, не бежать в больницу, подождать день, и ситуация, в принципе, сама бы нормализовалась. Но я такая немножко мама-паникерша, потому что я за себя знаю, например, да, где у меня болит, я понимаю характер этой боли, что это там желудок, кишечник, там, я не знаю, печень или что. А когда болит у другого кого-то, ты не можешь ни характер этой боли почувствовать, понять, ни интенсивность этой боли. Поэтому, ну, особенно для мамы, когда речь идет о ее ребенке, конечно, лучше все-таки перестраховаться. По крайней мере, для целости моих нервов, как минимум. Вот, поэтому, ну, в принципе, не считаю, что надо было не ехать. Вот что я так вот, всех переполошила. Никого, в принципе, не переполошила. Витю подождали с работы. Нам до больницы минут, наверное, 10 ехать на машине не спеша. Вот, мы приехали, все сделали и со спокойной совестью уехали. Теперь мы знаем, как это все выглядит, эта вся процедура проходит. Но будем надеяться, что нам она еще не скоро понадобится, может быть, вообще. Лучше бы, чтобы она нам не понадобилась никогда. Вот. На этом все. Всем спасибо большое, что вы смотрите наши видео. Ставите лайки, оставляйте комментарии. Всем пока и увидимся в следующих видео.